Всем привет, друзья! Сегодняшний выпуск хочу посвятить обзору отеля, в котором я проживаю уже 2 недели, так как мне поступает уже много вопросов о том, что и как сейчас в Турции, как сейчас в турецких отелях, конкретно по моему отелю задают вопросы, поэтому решила собрать все ответы в одно видео и провести вас немножко по отелю, показать, что к чему. В общем, с вас лайки, комментарии, ну а с меня краткий обзор. Итак, отель называется Oz Hotels Side Premium. Это один из отелей турецкой сети Oz Hotels. И все отели имеют 5 звезд и позиционируют себя как премиум-класс. Само название Oz Hotels взяли на примере известной сказки «В стране Оз». И весь дизайн отеля здесь выполнен в таком стиле сказочном. И внешне он напоминает такой какой-то замок султана, я не знаю, или сказочный замок. И внутри все в таком же стиле, и мебель, и интерьер. Итак, я здесь отдыхаю с середины по конец мая. И что могу сказать? Сначала, когда я приехала, в отеле было очень мало народа. Соседние отели вообще не работали. Когда приходишь на пляж, то есть пляжная линия, видно, что отели работают через один буквально. Соседние со мной пляжи были пустые, и они пустые еще до сих пор. Но вот сейчас уже последняя неделя мая, уже стало приезжать больше народа, и уже становится немножко некомфортно, потому что на бассейне мест практически никогда не бывает, на пляже, ну еще так бывают, но тоже уже много людей, постоянные очереди в ресторанах, и соседние отели тоже уже начинают работать. Что касается антиковидных мер, то здесь они соблюдаются очень хорошо и очень строго. Я думаю, именно поэтому этот отель и выдержал трудные времена, так сказать, когда остальные отели были закрыты. Так, при въезде в отель забирают сразу чемодан и обрабатывают его. Все сотрудники всегда ходят в масках. При входе в ресторан всегда нужно всем одевать маски посетителям. Маски лежат на входе. Также везде по отелю развешаны дезинфекторы для рук. Еду нужно брать тоже через сотрудника, который ее дает. И после еды я видела, как все обрабатывают антисептиками, столы. На пляже тоже я видела, как если люди встают, то подходит сотрудник и очищает шезлонг и обрабатывает его. Ну и очень грустно то, что нет в отеле вечерней анимации, потому что это опять же таки ограничение, которое введено по всей Турции, они не имеют права его нарушать. Анимации нету, музыку включать тоже нельзя. В общем, вечером развлекай себя как хочешь. Но говорят, что с июня вроде бы должны уже что-то разрешить. В общем, все ждут, сами аниматоры ходят, грустят и хотят уже веселить народ. Так, пойдемте, я вас проведу по отелю. Начнем мы с главного входа, с лобби, с ресепшена, и потом пройдем в номер, я покажу стандартный номер, и пойдем дальше, вплоть до самого пляжа. Итак, вот такой вот красивый золотой вход. Вот ресепшн. На ресепшене говорят на английском и на русском. Вон там дальше находится лобби-бар. И из главного холла мы выходим на 2-й этаж, бассейн. Сейчас уже начался обед, поэтому народа здесь, ну, как видите, все равно есть, конечно, но можно найти пару свободных лежаков. Так, пойдемте теперь быстренько пройдемся до номера. Вообще вся структура отеля здесь очень интересная. Здесь этажи идут как бы не наверх, а вниз. То есть этажи идут -1, -2, -3, ну и 3 этажа. Меня когда с ресепшена повели в мою комнату, повели вниз, я даже вначале испугалась, думаю, неужели в подвале будет номер. Но нет, так как отель находится на горе, то получается центральный этаж, он находится выше остальных.
Итак, я проживаю в блоке Б, стандартный номер, и все стандартные номера выглядят вот так. Здесь идет одна маленькая кровать и одна большая, это то есть как бы трехместный номер. Все сделано вот в таком вот царском стиле. Здесь у нас телефон, можно позвонить на ресепшн. Такой балкончик у меня вид выходит на соседний отель. Это вот у меня минус первый этаж считается. Семейные номера, они уже идут вот с такими большими балконами. Балкончик небольшой, и здесь вот есть 2 стула и столик. Здесь телевизор, это я, всем привет. Телевизор, и там есть вроде бы русский канал, я не смотрела. Дальше. Вот это вот самая приятная часть. В номере есть чайник, стаканчики, кофе, чай. И кофе-чай пополняется ежедневно при уборке номера. Дальше у нас есть здесь мини-холодильник, так называемый мини-бар. Тоже вода газированная, не газированная, соки, фанта, пепси. Все это бесплатно и пополняется каждый день. Что касается уборки. Уборка здесь каждый день, но уборка вообще так себе. За все время полы здесь не мыли, не знаю, как они их тут раз в неделю, наверное, моют. Сейчас я уже дня 3, наверное, включаю кнопку «Не беспокоить», чтобы вообще у меня не убирали, потому что, ну, как говорится, так убрать я и сама могу. То есть они просто затягивают одеяло на кровати, застилают, меняют полотенца, протирают немножко в ванне. Ну и все, и пополняют мини-бар и чай-кофе. Полотенец тут всегда кладут на 3, поэтому мне, в принципе, этого всего хватает одной на 3 дня. Ну и один раз мне устроили романтик на кровати, не знаю, что это было, для чего и кто это сделал. Вот где-нибудь сейчас здесь я размещу это кусочек видео. В общем, там выложили мне цветочками натуральными. Ну и, в общем-то, и все. На следующий день я положила $1 за это горничной, и уборка продолжилась в старом духе, опять просто замена полотенец. Так, дальше у нас здесь большая зона хранения, шкаф. Места хватает. Здесь у нас есть сейф. Сейф бесплатный. Как всегда, номера все на магнитных карточках, и кнопки убрать и не беспокоить. Ну и ванная. Вот такая ванная с большим зеркалом красивым. Наборчики пополняются каждый день. Шампунь, гель, кондиционер, мыло. Если вы что-то взяли, то добавляют. Дальше фен есть. И большая душевая кабина. В принципе, все стандартно. Так, что хочу еще сказать по поводу Wi-Fi и интернета. Значит, здесь он бесплатный везде, на всей территории отеля, в номерах, на бассейне и даже есть на пляже. Но хочу отметить, что когда я сюда только приехала и совсем было мало здесь людей, то работал он везде прекрасно. Про номер и отель я вообще не говорю, даже тянул на пляжи, хоть немножко с небольшими перебоями, но работать, что-то посмотреть можно было. Но через неделю, когда приехало уже в 2 раза больше людей, то интернет на пляже он пропал совсем, то есть он либо отключается, либо он показывает, что он подключен, там даже 2 отделения, 3 показывает, но он просто ничего не грузит. И в номере и в отеле, особенно вечером, где-нибудь часов 10-11, когда все сидят в телефонах, тоже интернет очень-очень слабо тянет. Чтобы загрузить одну страницу, нужно очень долго ждать. Так что если для кого-то это важно, то учтите, что на пляже, например, вы своими делами не позанимаетесь. На пляже интернета не будет, либо привозите свой в роуминге. Итак, спускаемся мы еще на этаж ниже. На минус 2 этаже находится ресторан. Сам отель, вот я сейчас пока иду, покажу вам, выглядит вот так. Здесь ездят панорамные лифты. Но я ими не пользуюсь, так как мне буквально 1 этаж пройти вверх и вниз. На этаж ниже находится еще спа. Вот такие таблички висят, чтобы не заблудиться.
Так, давайте я сейчас, пока не пришла еще в ресторан, быстренько скажу по еде. Еда здесь, ну, не знаю, с чем это связано, возможно, с пандемией, с экономией средств отеля, но могла бы быть, конечно, для 5 звезд и поразнообразней. То есть каждый день дают примерно одно и то же. Я всегда прихожу и на обед, и на ужин с надеждой, что дадут что-нибудь вкусненькое, но все равно все достаточно однообразное. Это индейка в разных видах, жареная, гриль, вареная, пареная, рыба тоже в разных видах. Рыба очень костлявая здесь, она такая какая-то речная, не знаю. Что касается супов, супы здесь тоже такие достаточно специфические. Это не наши домашние супчики. Один раз я здесь брала томатный суп, он вообще без ничего. То есть такое ощущение, что это как томатный сок, просто подогретый. Бывает иногда с кусочками овощей супы. Ну, в общем, нужно пробовать. Я думаю, каждый здесь найдет что-то для себя, то, что он может есть. На завтрак, возможно, кому-то эта информация пригодится. В основном это яйца и еще раз яйца. Яйца есть в смятку, омлет и глазунья. И еще для детей такая с молоком перемешанная, типа как омлет. Вот, ну, я обычно его беру. И с какими-то помидорами еще бывает. В общем, яйца всех видов. И, если честно, за 2 недели они уже поднадоели. Хочется чего-то новенького, хоть какой-нибудь кашки. Здесь у нас выпечка. Здесь вкусные такие наподобие наших чебуреков. Рыба, тушеные овощи, картошка фри. Здесь спагетти с соусами. Здесь рыба, индейка, рис, тоже какие-то овощи. И, конечно же, отдел с пирожными очень вкусными. И дальше фрукты. Как видите, зал очень большой. Место есть, вон там можно сидеть на диванчиках, либо за столами. И здесь у нас нарезанные овощи всех видов, зелень, различные оливки, маслины, салаты. И там дальше есть, бывает, рыба, еще и нарезанные разные рулетики. И отсюда выход на бассейн. На бассейне днем есть анимация, звучит музыка. Сейчас, как слышите, тихо, потому что все пошли на обед. Но аниматоры стараются как могут. Хоть нельзя никакие сборища собирать, но все это идет на расстоянии. Как говорится, делают, что могут, и развлекают, как могут. Здесь есть на бассейне вот такой снэк-бар. Так, есть вот такие горки для детей, детский бассейн. Сейчас он вон что-то затянут лентой, не знаю почему. Какие-то там ремонтные работы идут, но вчера еще все работало.
Так, вон там у нас идет пул-бар. И отсюда у нас сейчас пойдет выход на пляж. Можно, конечно, из главного входа выходить на море, но там немножко дальше, и нужно идти через такие магазинчики, где постоянно цепляются «купите что-нибудь». А здесь оборудована специальная дорожка, ну и, короче, до пляжа именно отельного. И по такой красивой зеленой дорожке, все в цветах, идете на пляж. Запах здесь потрясающий, все пахнет цветами. До пляжа всего 150 метров от отеля, то есть идти где-то, минут 5, не больше. И мы выходим сейчас на такой, как называют здесь, променад. Сейчас покажу, это такой красивый парк, где можно вечером гулять, выходить. Здесь вот можно купить фруктики. Hello. Вот, цены посмотрели. Ну и здесь идут такие зоны от разных отелей, пляжи. У каждого свой вход. И буквально вот мы видим уже вывеску нашего пляжа. Вход у нас сразу через кафешку, там есть еще и другой вход с улицы. И вот с кафешки мы выходим на пляж. Есть вот детская площадка. Пляж здесь, конечно, шикарный, как, в принципе, и на всем побережье вдоль Сиде. Посмотрите, какой песочек. Вход в море очень пологий. Для детей вообще самое то. Вода даже в мае теплая. И вот вы можете видеть, посмотрите, соседние пляжи еще абсолютно пустые. Вот, то есть соседние отели вот еще не работают. На пляже тоже работают аниматоры. Предлагают в основном какие-то игры. Игру в боча или волейбол. Пляж здесь очень хорошо оборудован. Есть кабинка для переодевания, души. Бар работает до 5 часов вечера, но народ здесь тусуется где-то до самого заката, до 7 точно. И вот мы выходим в еще один красивый парк. Здесь вот какие-то такие виллы, но людей здесь никогда не было. Наверное, они не работают еще. Пришла опять в отель. Вот хочу показать вам, есть здесь 3 ресторана а-ля карт. Когда я приехала, они еще были закрыты, но сейчас уже последнюю неделю вроде бы открыты. Еще здесь есть отличная кондитерская. Сейчас я вам ее покажу. Не знаю, работает она или нет. Скорее всего, наверное, еще нет. Ну вот я как и думала, она еще не работает. Она после обеда будет работать и до 6 вечера. Здесь можно взять разных вкусных пирожек, кофе и посидеть за вот такими вот диванчиками.
Конечно, все зоны я еще не охватила. Здесь есть детская зона, где аниматоры развлекают детей, есть батут, есть детская кафешка. Что могу сказать по отелю? Отель, в принципе, достойный, соотношение цена-качество, и он стоит своих денег. Я ему ставлю, наверное, твердую 4 с плюсом. Если бы не было каких-то антиковидных ограничений, здесь бы было, конечно, поинтересней, но это уже не минусы отеля, а минусы конкретно отдыха в Турции сейчас в нынешнее время. Напрягают во время обедов, ужинов вот эта концепция подачи еды, когда... Во-первых, нужно стоять в очереди, чтобы тебе положили еду на тарелку, и подача напитков здесь идет через официантов, которых приходится очень долго ждать, порой уже все съел, они только приходят. Ну и хотелось бы, конечно, разнообразия больше в еде. Во вторую неделю моего отдыха появились наконец-таки арбузы из фруктов, до этого их не было. Хотелось бы, конечно, чего-то на ужин хотя бы раз в неделю, каких-нибудь креветок или морепродуктов, этого тоже пока нету, не знаю, возможно, летом появится. Ну, а в целом отель вполне достойный. Приезжайте в Турцию, отдыхайте. Если у вас есть какие-то еще вопросы остались по этому отелю или вообще по отдыху в Турции, задавайте их в комментариях. Ну и всем удачи, всем пока!